Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня будем готовить вкуснейшее курдючное сало. Очень вкусный, очень необычный метод готовки, так что запоминайте, я думаю, всем понравится. Разрежем курдюк на две половинки. Сделаем надрезы почти до конца, но не до конца. Через каждые два пальца. Второй курдюк. А теперь вот это красивое курдючное сало, друзья, мы должны сначала отварить. Слегка отварить. В нашем казане вовсю уже кипит вода, друзья. Вот так. Сейчас мы опустим наше сало. Теперь воду нужно хорошенько посолить. Здесь литров 10 воды, значит не меньше 10 ложек с горкой столовых ложек соли. Добавим перец горошком, вот так, друзья. Лавровый лист. Лаврушка нам для приятного аромата нужна. Теперь накрываем крышкой, друзья, и ждем где-то минут 20-25. Друзья, пока варится наш курдюк, мы нарежем чеснок. Чеснока у нас очень много, так что нарезать придется долго. А нарезать нужно очень мелко. Это для нашей будущей обмазки. Так, друзья, прошло уже полчаса. Пора наш курдюк снимать. Вот такие у нас красивые кусочки. Вот эта варка в течение 25-30 минут на 80% значит устраняет запах баранины, запах барана. То есть от тех, кто вообще на дух не переносит запах, как говорится, этот дух, так скажем, да, тот может еще раз сварить. То есть второй раз сварить, еще минут 10-15 в новой воде, поменять воду, и тогда от запаха ничего не остается вообще. Ну, для меня этого вполне достаточно. 80% мы его убрали. Чуть-чуть даже когда остается, приятно. Вот так. Так, теперь дадим курдюку немножко остыть, чтобы было возможно с ним работать руками. Минут 5-10 пусть остынет. И продолжим. Друзья, пока остывает курдюк, я принесу коптилку. Курдюк же у нас сегодня будет еще копченый к тому же.
Вот наша коптилка. Коптить сегодня будем на вишневой щепке. Значит, сюда насыпаем щепку. Пусть пока нагревается, а мы пойдем обмазывать наш курдюк. Значит, нам понадобится черный перец пока, соль и чеснок. Все, начинаем, друзья. Сначала хорошенько солим. Черный перец. Теперь чеснок. Теперь чесночок. Вот эти разрезы, щели. Все, курдюк подготовлен. Пойдем посмотрим, как там наша щепа. Друзья, щепки уже начинают дыметь, так что пора запускать курдюк. Вот так. Накрываем эту красоту колпаком. Кстати, если кто обратил внимание, друзья, колпак у меня новый. Значит, по совету хороших моих подписчиков мне пришлось поменять колпак, который предыдущий был у меня из оцинкованного листа металла. Мне пришлось поменять на нержавейку. Потому что сказали, что оцинковка при нагревании выделяет вредные вещества. И пришлось вот мне его заменить на нержавейку. Сейчас уже все, как говорится, экологично чисто. Значит, коптиться наш курдюк будет примерно час, друзья. Все, друзья, я думаю, достаточно. Открываем крышку. Посмотрите, как цвет поменялся. Мы его слегка подкоптили, не очень сильно, я думаю, достаточно. Главное, уже дымок есть во вкусе. Вот первый кусочек, второй кусок. Чуть-чуть подкоптили. О, пахнет обалденно, друзья. Дымком. Что мы делаем сейчас? Мы дорезаем наш курдюк вот по этим разрезам. Вот, то есть на такие куски. Толстенькие, аппетитные. Так, друзья, теперь вот этот оставшийся и опавший чеснок, так скажем, оставляем его на подносе. Насыпаем сюда паприку. Делаем как бы такую вот подложку из паприки. Чуть-чуть красного острого перца добавим.
Немножко еще добавим соли. И теперь вот эти наши прекрасные, красивые кусочки. Вот так вот обволакиваем все. Паприки. Так, теперь возьмем бумагу. И, наверное, по 4-5 кусочков, сколько поместится. Вот так. Эта бумага мне напомнила советские магазины. Помните, все продукты оборачивают в такую бумагу. Когда кульков еще не было. Так. Друзья, а пользуясь случаем, хочу передать привет еще одному моему верному подписчику Самандару Нурилоеву из Таджикистана, который сейчас проживает в Петербурге. Большой привет, Самандар, тебе лично и всему таджикскому народу. Спасибо за просмотр, дорогой. Друзья. Ну что, кому сало из магазина «Каспийский берег»? Так, перевязываем это все таким шпагатом, друзья. Для аутентичности, как говорится. Пакетик. Вот такая вот у нас сегодня продукция получилась. Сейчас мы что делаем? Сейчас мы это отправляем в холодильник. Это как и любое сало, да? Оно должно хорошенько в холодильнике подмерзнуть, чтобы оно стало более упругим, более как бы плотным. А завтра утром мы с вами вместе его попробуем. Все, до свидания, до завтра. Друзья, доброе утро. Прошло, наверное, часов 15. Наше курдючное сало основательно подмерзло в холодильнике. Сейчас откроем один из пакетиков и посмотрим, что у нас вышло. Сейчас мы вместе с вами распробуем, что же у нас получилось. Как вам сало? Курдючное сало. Так, сейчас нарежем хлебушек.
Теперь берем вот так хлебушек, друзья. Сало на него. И пробуем, с вашего позволения. Ай. Так, оператор тоже у меня взбунтовался. Требует такой же бутерброд. Повторим для оператора. Вот так. Так, друзья, вкус высший. Особенно вот эта копченость придает такой особый такой вкус, очень приятный. Так что советую, у кого есть коптильня, вот так же можно курдючное сало покоптить. И с большим аппетитом вы его все съедите, я гарантирую. Очень вкусно. Спасибо, друзья, за просмотр. До новых встреч на нашем канале. До свидания.